Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! И сегодня у нас вторая Диана на руках. Сегодня мы с вами будем шалить. Есть такой праздник Хэллоуин. Он не празднуется в наших краях. Он у нас не очень-то хорошо воспринимается. Но с другой стороны, для меня этот праздник, как праздник, он ничего не значит. Но как возможность пошалить в дизайне ногтей, я этот праздник обожаю просто очень сильно. Мы в свое время клиенткам рисовали персонажей из трупа невесты. Мы рисовали каких-то скелетиков, каких-то интересных вещей. Сегодня будем рисовать ведьмочку. В качестве основного цвета мы выбрали черный. В качестве цвета под дизайн у нас будет белый оттенок. Здесь нам нужно проследить за тем, чтобы белый у нас был с остаточной липкостью, потому что именно на эту липкость мы потом будем втирать пигменты. Неоновые пигменты, которые мы вотрем в белую подложечку, у нас будут смотреться ярче, красивее, цвета будут насыщенными, поэтому в конечном итоге получится очень интересный, очень яркий, очень объемный результат. Для того, чтобы продлить композицию, на соседних два пальчика делаем разводы белой краской. То есть вот такие вот модные нынче мазковые элементы, слегка рваные, слегка драные. Очень интересно они будут смотреться в качестве продолжения нашего дизайна. Единственное, зачем нужно здесь внимательно проследить, это за тем, что когда вы махаете кисточкой, вы задеваете кутикулу. Во всяком случае, я когда махала кистью, задела кутикулу, и надо было ее оттереть до того, как в лампу положили. Потому что после того, как положили в лампу, оттереть становится намного сложнее. А теперь затираем все это дело пигментами. Затирать пигментами мы будем в градиенте. То есть изначально мы затираем оранжевый пигмент, потом на него затираем красный. У нас получается переход из оранжевого в красный. Ну а дальше мы добавим еще элементы с желтым пигментом, но рисовать мы их будем отдельно. То есть у нас получается, что в данный момент у нас уже готовый градиент из двух оттенков неонового пигмента, а третьим цветом неона мы будем рисовать какие-то заданные элементы. Итак, в качестве дополнительных элементов у нас сегодня будут выступать луна и звезды. У нас ночь, несмотря на то, что оранжевая, пускай это вам кажется, что это закат, на самом деле это ночь хэллоуинская, Вальпургиева ночь, когда ведьмы собираются на своем там каком-то там, я забыла, как этот холм называется, неважно, на шабаш они собираются, мне тут подсказывают. Так вот, несмотря на цветовую гамму, это ночь, и луна у нас будет желтая, красивая. Это не солнышко, это у нас будет желтая, красивая луна. Но в любом случае, я дизайнер, я так вижу, поэтому я могу сказать, что это что угодно, что мне взбрело в голову. Наши элементы мы рисуем тем же самым белым гель-лаком с остаточной липкостью, на который мы втирали предыдущий уровень пигмента. При этом, при всем, у нас получается предыдущая липкость пигментом уже затерта. И тот пигмент, который мы будем втирать в звезды и в месяц, уже на фон не приклеится, потому что фон у нас уже забит пигментами предыдущего уровня. Поэтому можно смело, ни о чем не тревожась, не боясь, не перекрывая этот уровень финишным покрытием, затирать наши звездочки желтым пигментом. Получается, что он уже все равно никуда, кроме как на звездочки, не вотрется, потому что липнуть больше не к чему. А теперь перекрываем все наше безобразие финишным покрытием. Опять же, эту руку мы решили сделать тоже под матовый финиш. И основная наша задача при перекрытии финиша проследить за тем, чтобы он залился во все места.
то есть под кутикулы, под боковые валики. На самом деле это самая большая проблема в покрытии матовым топом, когда вы достаете руку, а у вас, допустим, боковые валики все блестят. Кто сталкивался с подобного рода проблемами? Поднимите руку в комментариях. Ну а теперь вырисовываем то, что нам хотелось. В данном случае, как я вам и говорила, нам хотелось нарисовать ведьму. Ведьма рисуется на самом деле очень легко и просто. Здесь от ведьмы, собственно, только один обрез. Поэтому нам нужно только, чтобы тень была похожа на ведьму. Проследить за тем, чтобы у нее был полный комплект руки-ноги. Там, что у ведьмы есть еще, шляпа должна быть обязательно, лицо вроде бы как где-то там проглядывается. Ну и в принципе все. Поскольку мы рисуем просто форму, мы можем ее сначала накидать, а потом те места, которые у нас, возможно, где-то что-то не получились, довести дополнительной черной краской. Например, обратите внимание, видите, я попу своей ведьмы выгнула куда-то не в ту сторону. Она у меня получается как будто оглядывается через плечо. Но у меня с этой стороны будет стоять котел, в который она должна вот этой вот протянутой своей рукой сыпать какие-то зелья, вареньеческие ингредиенты. Ну, то есть она зелье варит и сыпет туда чего-то там в этот котел вот этой вот рукой. Но получается, что она это сыпет как бы из-за спины, ну, то есть не совсем логично. Поэтому, когда я на все это посмотрела, я ей просто добавила немножечко животик, ну а что она худая такая ведьма. И после того, как я ей добавила вот этот вот животик, я ей еще добавила объема попы в другую сторону. И тогда она у меня повернулась в сторону котла. Но перед этим я, конечно же, нарисовала котел, потому что я вообще, в принципе, сомневалась, поместится ли это все у меня на одном ногте, потому что ноготочки у нас очень и очень маленькие. С котлом, кстати, никаких проблем не возникло. Единственное, не нужно было рисовать вот эти вот пары котла, потому что тогда, когда мы начали дорисовывать те ингредиенты, которые сыпятся у нее из руки в котел, они слились с парами, и их толком видно не было. В общем, на самом деле логика такая. Обратите внимание, у нас покрытый финишем готовый ноготь. Даже если вдруг что-то пойдет не так, если вдруг какой-то элемент у нас не получится, что мы можем сделать? Мы можем просто все это стереть и перерисовать заново. Допустим, если мы где-то промазали с компоновкой или что-то пошло не так, мы это в любой момент можем удалить. Намного сложнее все это удалить будет в том случае, если вы будете просушивать это все поэлементно. То есть, если вы нарисуете ведьму, и потом у вас не поместится рядом с ней котел, а ведьма у вас уже просушена, то придется рисовать либо кусок котла, либо все это спиливать и переделывать заново. Поэтому лучше рисовать все в один присест, для того, чтобы если вдруг что-то пойдет не так, можно было сразу все это изменить. Ну а для того, чтобы у вас получалось так рисовать, необходим материал, который хорошенечко вами контролируется. То есть, если бы здесь, допустим, была гель-краска, которая подтекает, которую нельзя ставить на ноготочки, то такой маневр у меня бы тоже не удался, тоже пришлось бы сушить все это намного чаще и намного дольше. Поэтому, девчонки, если у вас вдруг не получается что-то в этом моменте, обратите внимание, может быть, действительно вас подводит материал. Я же свою ведьму заканчиваю какими-то лысыми кустами, которые у нас растут по бокам, и эти же кусты мы переносим на соседние ноготочки. При этом обратите внимание, у нас матовый ноготь и глянцевой краской нарисовано дерево. И в любом случае, если даже мы выходим за пределы нашей цветной зоны, которую мы себе для этого дерева ограничили, краску будет все равно видно. Поэтому вот такой вот эффект игры с фактурами тоже очень хорошо применим в дизайне ногтей.
И, кстати, в это дерево замечательно прячутся те несовершенства, которые получились у нас на предыдущем уровне. Допустим, на мизинчике сбоку не получилось хорошенечко залезть, прокрасить, этого было видно. Поэтому мы дорисовываем туда ствол дерева, и становится все намного аккуратнее. Вот, собственно говоря, такой дизайн получился. Я очень люблю такого рода дизайны. Напишите мне в комментариях, как вы относитесь к таким шалостям. Кстати, скоро будет еще дизайн в преддверии Хэллоуина уже на моих руках, поэтому не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!